приступаем к вязанию юбочки. Для начала нам нужно распределить с вами петли. Я покажу вам, как я распределяла петли на 2 размера, самые маленькие чуть-чуть побольше. А вы, поняв принцип, уже распределите сами, если вы вяжете платьице на еще больший размер. Итак, вот для самого маленького размера у меня вот здесь, когда я связала кокетку, у меня по кругу было 135 петель всего. Так как мы с вами довязали вот эту планку с одной и с другой стороны спинки, то вот здесь по каждой планке мы еще с вами поднимем по 5 петель. 5 с одной стороны и 5 с другой стороны. Поэтому вот у нас 135 петель было, плюс по 5 петель с планок поднимем, и всего у нас получается 145 петель на спицах. Распределяю я их вот следующим образом. Вот эта схема у меня, и вот я расписала. По 30 петель я на каждый рукав отвожу, у меня остается 85 петель, я их делю пополам. Если у вас тоже получится, как и у меня, цифра нечетная, то лишнюю петелечку отправляем наперед. Итак, у меня получается по 42 петли плюс 1 лишняя. Итого я наперед отправляю вот 43 петли, а на спинку я отправляю 42 петли. То есть на одну половину спинки у меня идет 21 петля, и на вторую половину спинки у меня идет вот здесь 21 петля. Вот одна половина спинки и вторая. Это уже с поднятыми дополнительными вот этими петельками планки. И вот второй размер, который я сейчас вяжу, который у меня на спицах. У меня сейчас вот тут на спицах всего 150 петель. Плюс по 5 петель я буду поднимать вот здесь, где у меня планка. Итого у меня получается всего 160 петель. И вот тоже такая же схема. На рукава я выделила по 32 петли, и у меня остается всего 96 петель. Здесь у меня делится оно пополам, и по 48 петель у меня получается наперед и на спинку. Вот по 32 петли у меня пошли на рукава, 48 петель наперед, 48 петель на спинку. Это значит вот с двух сторон по 24 петли. Все, вот таким образом мы сейчас распределим петли, и дальше мы определенную часть нашей юбки будем вязать отдельно. Перед, отдельно спинку, а петли рукава мы с вами закроем. Итак, берем в работу нить рабочую, присоединяем ее. Вот у меня спинкой к себе я развернула изделие. Присоединяем нить к вот этой половине, ко второй половине спинки. Вот здесь в начале, аж где у нас начинается планка. И нам с вами нужно будет поднять 5 петель на планке. Итак, в самую первую петелечку отыскиваем, вводим спицу и вытягиваем первую петлю. Если не очень удобно, можно крючком помочь себе. Так, вот первая петля. Теперь мне нужно хвостик придержать. И дальше вторая, третья, четвертая и пятая. Все, 5 петель по планке подняла. И теперь начинаю вязать лицевыми петлями. Этот установочный ряд, когда мы распределяем с вами петельки, просто вяжем лицевыми, отсчитывая необходимое количество. В моем случае мне нужно вот 24 петли провязать всего вместе с теми 5 поднятыми, а вы в зависимости от того, на какой размер вяжете. Итак, у меня получается 1, 2, 3, 4, 5. Шестую я провязала. И дальше считаю 7, 8 и так далее, пока не отсчитаю 24 петли. Вот я провязала нужное мне количество петель. И теперь по схеме мне нужно закрыть петли первого рукава. Вот у меня
Вот я начала вязание, вот у меня петли первого рукава, 32 петли мне нужно закрыть. Кто маленький размер, тому 30 петель, кто больше, там вы согласно вашему расчету. Итак, как закрывать будем? Первую петлю провязываем, вторую петлю провязываем и первую перебрасываем. Вот мы закрыли одну петлю, дальше вторую, дальше третью и так дальше. Провязали лицевой, перебросили. Это четвертая, считайте. Провязали, перебросили. Это пятая. И так пока необходимое количество петель не будет у вас закрыто. Так, вот я закрыла свои 32 петли на рукав. И теперь у меня идут по схеме петли переда. И я их провязываю тоже просто лицевыми петлями необходимое количество петель. В моем случае это 48 петель. Если самый маленький размер, это 43 петли. Если уже побольше, то вы свое количество петель провязываете. Все провязываем просто лицевыми петлями. Все, я провязала петли переда. Теперь петли второго рукава нужно закрыть точно так же, как и петли первого рукава. Первую петлю мы провязываем, вторую провязываем и перебрасываем предыдущую. И так продолжаем. Это я уже 2 петли закрыла, 3, 4, 5. И так необходимое количество петель рукава. Закрыла петли второго рукава и осталась вторая часть спинки. Провязываю тоже лицевыми петлями до петель планки, которые нам тоже необходимо будет поднять. И тут внимательно пересчитывайте все свои петельки, чтобы у вас было корректное количество. Так, вот я дохожу уже до петель планки. И мне нужно поднять еще 5 петель. Итак, вот я первую петлю, вторую, третью, четвертую и вот последнюю, пятую петлю. Все, подняла. И тут пересчитываем. У меня должно быть 24 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Все. У меня все вышло правильно и корректно. И вот смотрите. Благодаря тому, что мы с вами закрыли вот петли проймы или рукава, как кому удобно называть, у нас с вами получился вот петли переда отдельно от петель спинки. Теперь нужно просто петли спинки переснять на другие спицы и вязать мы с вами начнем петли переда. Снимите на другие спицы либо леску, кому как удобнее. Так, вот я пересняла, у меня на одних спицах петли спинки и на других спицах петли переда. Смотрите, мы закончили с вами вязание вот здесь на спинке, отрезаем рабочую ниточку, потому что и переходим на петли переда. И начинать мы с вами будем с петель переда. И сейчас мы на этом этапе с вами должны сформировать вот такую складочки на нашей юбке. То есть мы будем удваивать или утраивать наши петельки в зависимости от того, какую вы хотите пышность в юбке получить. Итак, смотрите, у меня в маленьком размере я каждую петлю утраивала, то есть из одной петли я вывязывала 3 петли. Но чем больше у вас размер, тем больше у вас изначальное количество петель. И может такое быть, что юбка будет слишком пышная. Поэтому можно либо чередовать 3 петли и 2 петли, как я буду делать в своем случае вот на второй размер, либо просто из каждой петли вывязывать, если размер, например, у вас еще больше, из каждой петли вывязывать не 3,
а 2 петельки. И тогда юбка будет в складочках пышная, но не сильно очень. Итак, присоединяем рабочую нить к началу, к петлям переда. И первую петлю мы сейчас тоже провяжем. А вообще мы будем всегда кромочные вязать одинаково. В начале ряда снимать, в конце провязывать изнаночной петлей. Но сейчас, чтобы закрепить нитку, мы просто провяжем лицевой петлей. Все. И вот у нас пошли петли переда. И смотрите, я вот буду чередовать. Из первой петли я буду вывязывать 3 петли, из второй 2. Из первой 3, из второй 2. Как мы вывязываем 3 петли? Итак, я подхватываю петельку, провязываю одну петлю, со спицы не снимаю, делаю накид. И теперь за другую стенку провязываю третью петельку. И вот у меня получилось 3 петли из одной. А следующую мне надо провязать 2 петли. Вот я провязываю за переднюю стенку одну петлю и теперь за заднюю стенку одну петлю. Следующую снова я буду вязать 3 петли. Провязала первую петлю, сделала накид и за вторую стеночку провязала третью петельку. Дальше 2 петли снова за переднюю стенку и за заднюю стенку. И так чередую. 3 петли за переднюю стенку, накид и за заднюю стенку, 2 петли за переднюю стенку и за заднюю стенку. Все, продолжаете формировать складочки в том ритме, в котором вам больше нравится и в котором удобнее. И последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Все, разворачиваемся на изнаночный ряд. И весь изнаночный ряд провязываем изнаночными петлями. То есть мы юбку будем вязать лицевой гладью. Ну, я во всяком случае. Вы можете подобрать любой рисунок, который вам нравится, например. Все, я провязываю весь этот второй изнаночный ряд, полностью весь изнаночными петлями. Так, провязали. В первом лицевом ряду мы прибавили с вами петельки. Второй ряд изнаночный провязали изнаночными петлями. И теперь нам необходимо провязать еще 8 рядов лицевой гладью. То есть здесь уже без прибавлений, без ничего. Лицевые ряды вяжем лицевыми петлями, изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями. Еще 8 рядов. Итого вместе с вот этими двумя рядами у нас получится всего 10 рядов. Все провязываем самостоятельно. Кромочные петли формируем как обычно. Первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной петлей. Так, я провязала 10 рядов. Кстати, я забыла вам сказать, что на маленький размер 8 рядов нужно провязать. На вот этот средний, что я вяжу, я провязала 10 рядов. Если кто-то вяжет на больший размер, провязывайте на большее количество рядов. Так, я провязала вот 10 рядов. И теперь мне нужно с двух сторон сделать прибавки для расширения нашей юбочки и для того, чтобы у нас вот здесь вот в проймах было достаточное отверстие для ручек. Итак, продолжаем вязать лицевой гладью, только теперь с двух сторон будем делать прибавление. Итак, первую снимаем кромочную петлю, дальше 2 лицевые провязываем, и вот после 2 провязанных лицевых мы делаем прибавку в начале ряда с наклоном вправо. Поднимаем протяжку, надеваем на спицу вот таким образом и за переднюю стенку скрещенный лицевой провязываем, и у нас наклон ушел вправо. Все, дальше вяжем лицевыми петлями весь этот лицевой ряд до последних 3, не довязывая последние 3 петли. У нас здесь кромочная была и 2 лицевые петли. Вот и в конце ряда тоже, не довязывая 3 петли, останавливаемся. Вот осталось 3 петли. И теперь делаем прибавку, только теперь с наклоном влево. Тоже поднимаем протяжку и теперь вот таким образом надеваем на спицу и провязываем за заднюю стенку, тоже скрещенной лицевой петлей. И вот у нас, сейчас, секундочку, соскочила.
И вот у нас ушел наклон в левую сторону. Все, и дальше 2 лицевые петли и кромочная изнаночная петля. Так, второй изнаночный ряд провязываем просто по рисунку изнаночного ряда, то есть все петли, в том числе и наши прибавки, изнаночными петлями. Итак, мы провязали с вами 2 ряда. В первом лицевом мы сделали прибавки с 2 сторон, изнаночный провязали без прибавок. И так нужно еще такие 4 пары провязать. То есть всего у нас должно быть провязано 10 рядов, 5 из них лицевых с прибавками, 5 изнаночных без прибавок. Вот 2 мы уже провязали, третий ряд вяжем теперь, так как он лицевой, с прибавкой. Точно так же, как и первый ряд. Первую петлю мы сняли, 2 лицевые петли провязали, подняли протяжку, надели вот таким образом на спицу и за переднюю стенку провязали лицевой скрещенной петлей. Все, у нас прибавка с наклоном вправо образовалась. Дальше довязываем этот ряд до 3 последних петель и делаем прибавку с наклоном влево. Изнаночный 4-й ряд провязываем просто изнаночными петлями. Итак, всего у нас рядов с прибавками должно быть провязано 10, из них 5 лицевых, в которых мы делаем прибавки, и 5 изнаночных, которые провязываем просто по рисунку. Все вяжем самостоятельно, необходимое количество рядов. Так, вот я по переду провязала. Видите, вот те ряды, которые мы вязали по прямой, а вот уже пошло вот такое расширение в бок, там, где мы делали прибавки. И здесь то же самое. Вот по прямой ряды, и вот расширение в бок пошло. Итак, по лицевой стороне, точнее по переду мы с вами провязали. Теперь нужно ниточку обрезать, и мы переходим с вами на вязание изнаночной стороны. Что я говорю? На вязание спинки. Итак, разворачиваемся. И вот у нас петли спинки. Перемещаем их уже на рабочие спицы. И в самом начале присоединяем рабочую нить. И первую петлю, так же как мы с вами и по переду, провяжем, чтобы просто зафиксировать ниточку. Так, и здесь какой нюанс, чем у нас перед от спинки будет отличаться. Я вот пару петель провязала. Смотрите, мы с вами, когда начинали вязать перед, то мы сразу в первом же ряду делали с вами прибавки для складочек в юбке. А здесь мы должны с вами провязать еще один лицевой и один изнаночный ряд, просто без прибавлений. В качестве эти 2 ряда у нас будут служить в качестве ростка. Нам не нужен здесь слишком глубокий росток, потому что у нас довольно свободная кокетка. Но вот эти пару рядов, они не помешают, а будут даже очень кстати. Итак, провязываем вот этот первый и второй установочные ряды. Просто в лицевом ряду лицевыми, в изнаночном изнаночными петлями для удлинения спинки, для имитации ростка. Таким образом довязываем этот первый лицевой ряд. Смотрите, вот я дошла, вот провязала петли первой полочки, одну петлю не довязала. И вот нам теперь нужно соединить эти 2 половинки спинки вместе. Для этого, чтобы вот здесь не было расхождения петель, эта петелька просто у нас здесь нитка обрезана, она потом у нас закрепится. Для этого нам нужно вот последнюю петлю с этой половинки и первую петлю с этой поменять местами, как бы перекрестить их. Вот снимаем эти 2 петли. И вот так с обратной стороны спицей подхватываем первую петлю, а вот эту вторую перехватываем вот таким, вот мы их перекрестили, как бы поменяли
местами. И теперь провязываем и эту петлю, и эту лицевой. Здесь хвостик просто подтянется. Все, и так дальше продолжаем вязать этот ряд до конца. И вот видите, за счет того, что мы перекрестили эти петли, у нас вот очень плотненько соединились петли спинки, и нигде ничего не расходится. И теперь просто довязываем до конца ряда. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей, так же как мы это делали по переду. Вот кромочная, изнаночная. Все, и изнаночный ряд провязываем весь изнаночными петлями. Кромочную сняли и до конца ряда провязываем весь изнаночными. Так, провязали 2 ряда, и теперь можно делать прибавление. Если кто-то вяжет более большие размеры, то можно провязать еще один лицевой и один изнаночный ряд. А для маленьких размеров будет достаточно. Итак, теперь начинаем прибавку точно так же, как мы это делали при вязании переда. Первую кромочную петлю снимаем, и теперь со следующей петли нужно вывязать 3. Итак, провязываем одну петлю, делаем накид и за другую стенку подхватываем и провязываем еще одну петлю. Сейчас оттяну, туго провязала. И теперь только снимаем со спицы. Вот из одной петли мы сделали 3. Со следующей я делаю 2 за заднюю стенку и за переднюю стенку. Провязываю и снимаю. Снова 3 лицевая, накид, и за другую стеночку еще одна лицевая. Снимаю. 2 лицевая за заднюю и лицевая за переднюю стеночку. Все. И так чередую до конца ряда. Все, провязали ряд с прибавками, разворачиваемся на изнаночную сторону, провязываем ряд изнаночными петлями и дальше вяжем все точно так же, как мы вязали по переду. Значит, маленький размер всего провязывает. Установочные мы не считаем ряды. Вот мы начинаем считать ряды от прибавок только. Маленький ряд провязывает всего 8 рядов вместе с первым рядом с прибавками. Чуть больший размер провязывает 10 рядов просто по прямой. Большие размеры постепенно добавляете себе сами пару рядочков. И потом после этих провязанных рядов по прямой лицевой гладью дальше провязываем еще 10 рядов с прибавками с двух сторон, с наклоном вправо и с наклоном влево. 5 рядов лицевых с прибавками, 5 рядов изнаночных без прибавок. Вот вяжем ровно вот эту часть, которую мы с вами вязали по переду. Она абсолютно одинаковая. Итак, мы связали с вами вот эту часть юбочки по стороне переда и по стороне спинки точно такая же часть. И теперь нам нужно все наше изделие вот это замкнуть в круг, и дальше мы будем вязать уже по кругу. Итак, мы с вами закончили, сейчас секунду, где у нас здесь рабочая нитка. Вот мы вязали спинку и закончили изнаночным рядом со стороны спинки. Разворачиваемся на лицевой ряд и провязываем все петли спинки. Теперь уже без прибавлений, без ничего. Провязываем все петли спинки вот практически до самого конца. И дальше я покажу, как мы будем соединять с вами изделие. Вот я дошла до последней петли, и здесь уже мы ее как кромочную не провязываем, а провязываем в лицевом ряду тоже лицевой петлей. Вот таким образом. И теперь берем наш перед, петли переда, если они у вас на ниточке, либо на леске, переоденьте на спицы. И сейчас мы будем соединять петли спинки с петлями переда.
Итак, что мы будем делать? Мы будем точно так же менять местами первые 2 петли, вот эти 2 крайние петли, как мы это с вами делали, когда соединяли 2 половинки спинки. Итак, мы вот эту петлю с левой спицы переодеваем на правую, дальше подхватываем вот эту правую петельку и вот таким образом меняем местами и провязываем лицевой петлей первую петлю и вторую петлю. Здесь у нас обрезанный кончик нити, поэтому оно чуть-чуть топорщится. Так, и дальше продолжаем вязать лицевыми петлями петли переда. Сейчас я подтяну здесь. Все, подтянула. Вот таким образом у нас будет место соединения. За счет того, что мы с вами переставили местами, оно очень плотненько и хорошо соединилось. Все, и дальше продолжаем вязать лицевыми петлями все петли переда практически до самого конца. Вот довязала петли переда, последняя петля тоже провязывается лицевой петлей. И теперь вот здесь нам нужно второе соединение сделать под другим рукавом. И мы то же самое будем делать. Переснимаем с левой спицы на правую петельку и предыдущую петлю вот таким образом перехлест делаем и одну петлю сначала провязываем. Вот сюда мы уже надеваем маркер начала ряда и вторую петлю тоже провязываем. И все, и дальше уже у нас изделие замкнулось в круг. Дальше мы будем вязать по кругу круговыми рядами, только лицевые ряды у нас будут. И будем вязать просто необходимую длину нашего платья. Все, вот таким образом выглядит место соединения у нас. Вот мы замкнули наше изделие в круг вот таким образом. Так, теперь, что мы с вами делаем дальше? Что делать с вот этими проймами? Смотрите, можно эти проймы при желании зашить до того момента, вот приблизительно 2-3 сантиметра, до того момента, как удобно и комфортно будет ручки у ребенка. Если у вас есть возможность примерять, вот примеряйте, и вот таким образом можно просто эту пройму вот таким образом зашить. А можно обыграть так, как я обыграла. Я обыграла точно такими завязочками, как у нас на спинке. Я тоже связала крючком при помощи воздушных петель вот такие завязочки декоративные и зашнуровала необходимое количество рядов. Просто мы не вывязывали здесь дырочки для них, но так как у нас вот эта косичка, она тоненькая, ее можно просто между петельками вводить при помощи крючка, подоставать и зашнуровать вот таким образом. И тогда вы можете пройму даже со временем то ли увеличивать, то ли уменьшать. Это уже как вам будет удобно. Можно сделать так, как я. Это уже по вашему желанию. Теперь, как я уже сказала, дальше мы будем вязать по кругу, просто круговыми рядами необходимую длину платья. Что касается рисунка, рисунок юбки вы можете подбирать самостоятельно. Можно связать так, как здесь у меня. Я чередовала равное количество рядов одной пряжи лицевой гладью, и дальше 9 рядов делала резинкой, не резинкой, а жемчужным узором. Потом снова определенное количество петель вязала лицевой гладью другого цвета и контрастного цвета такую же дорожку и так далее. Можно так обыграть, можно делать потоньше полоски и почаще, можно какой-то узор придумать на юбку. Тут уже полет фантазии не ограниченный, вы можете, как вам больше нравится, так и вязать. Итак, вяжем необходимую длину юбочки и потом встретимся, и я вам покажу, как сделать вот такой красивый ажурный зубчатый край нашей юбки. Все, встретимся, когда будем обвязывать край нашей юбочки. Девочки, смотрите, я второй вариант платья решила вязать не только лицевой гладью вот эти полосочки между цветными, а решила
связать эти полосочки вот такой сеточкой. И если вдруг кто-то из вас захочет, то я сейчас покажу, как она вяжется. Значит, раппорт этого узора 3 петли и 4 ряда. Но здесь самое важное, что следует учесть, нужно будет, если вы захотите вязать сеткой, привести в последнем вот этом ряду количество петель кратное 3, чтобы было. Просто пересчитаете петельки и в последнем ряду либо прибавите там 1-2 недостающие, либо наоборот провяжете вместе. Так, и теперь первый ряд мы с вами вяжем. Раппорт узора следующий. Первую петлю мы с вами снимаем, не провязывая. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. И снятую петлю перебрасываем через провязанное. И делаем накид. Вот первый раппорт у нас готов. Вот 3 петли у нас составляет раппорт. И дальше повторяем. Первую петлю снимаем, не провязывая. Дальше 2 петли лицевые. Снятую петлю перебрасываем и делаем накид. И так вяжем до конца ряда. Первую петлю сняли, 2 провязали лицевыми, перебросили снятую петлю и сделали накид. Все, вяжем до конца первого ряда. Вот я довязываю до конца первого ряда. У меня остался последний раппорт. Первую петлю снимаю, 2 лицевые, перебрасываю снятую петлю и накид. Сейчас хвостик другого цвета подтяну. Все, первый ряд провязан, а второй и 4-й ряд вяжется просто по кругу лицевыми петлями. Все петли лицевыми, в том числе и накиды. Все, провязываем весь второй ряд до конца самостоятельно лицевыми петлями. Так, провязала второй ряд и теперь 3-й ряд нашего раппорта. Значит, 3-й ряд мы будем вязать почти так же, только со смещением на 1 петлю, то есть наши вот эти дырочки, образованные от накидов, будут в шахматном порядке образовываться. И накид мы теперь будем делать перед раппортом, а не после раппорта. Итак, сейчас начинается 3-й раппорт у нас с 1 лицевой петли. Это вот эта петля, которая нам позволяет сместить наш рисунок. И теперь мы делаем накид. И дальше все то же самое. Первую петлю снимаем, 2 петли лицевые и перебрасываем снятую петлю. Вот у нас один раппорт, не считая вот этой петли, провязан. Далее снова делаем накид. Первую петлю снимаем, 2 провязываем лицевыми и снятую петлю перебрасываем. Вот мы провязали второй раппорт. И так продолжаем. Накид. Первую сняли, 2 провязали и перебросили. И вот у нас, посмотрите, вот в первом ряду, вот у нас дырочки. А во втором ряду у нас накид уже, ну точнее в 3-м ряду, у нас накид уже вот между этими 2 дырочками. И таким образом у нас сместился наш рисунок. Итак, вяжем до конца ряда, не довязывая последний раппорт. Там будет нюанс, я покажу, как его провязать. Итак, я почти дошла до конца, мне нужно провязать последний раппорт. Я делаю накид, первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю, и тут мне нужно снять маркер и провязать 1 петлю, ту, которую мы вязали лицевой петлей в начале ряда для симметрии. Вот таким образом. И теперь перебрасываю петельку снятую, и маркер теперь мы должны надеть вот между 2 вот этими петлями, то есть вот эту петлю снова вернуть на начало ряда. Вот таким образом. Вот. Это у нас петля уже в начале ряда. И теперь последний 4-й ряд раппорта мы с вами начинаем провязывать лицевыми петлями, так как мы с вами провязывали 2-й ряд. То есть четные ряды просто провязываются по кругу лицевыми петлями. Все.
И вот эти 4 ряда потом повторяем в высоту необходимое количество раз. Так, девочки, вот я довязала нужную мне длину платья. И теперь нам осталось только закрыть наше изделие. Закрывать можно любым способом, какой вам, например, нравится. Можно самым обычным оставить ровненький низ. Можно тоже закрыть обычным способом, обвязать крючком. Можно обвязать так, как я обвязываю. Я вот сейчас покажу вам, как я обвязываю. А еще вверху оставлю ссылочку на обвязку крючком. У меня мастер-класс выходил, его можно применять к любым изделиям, в том числе и летним. Если вам понравится такой способ, проходите и пользуйтесь. Смотрите, у меня немножко вот здесь изделие в одном платье и в другом выглядит по-разному обвязка. Посмотрите, вот обвязочка вот такая густая и длинные вот такие вот петелечки или пико на первом варианте платья. И вот такая вот пореже немножко идут вот эти пико, и они не такие высокие, но тем не менее складывается такой вид зубчиками у него. Это еще, вот это у меня уже отпаренное изделие, поэтому тут очень хорошо видно, а здесь еще в работе, когда отпарится, они примут еще форму, будет тоже красиво, но немножко реже идут. А принцип обвязки один и тот же. Единственный нюанс сейчас расскажу, в чем состоит. Значит, в первом варианте, нет, давайте я вам как раз покажу сейчас второй, а потом объясню различия между первым и вторым вариантом. Вот смотрите, как мы с вами будем закрывать. У меня здесь шаг вот этот между зубчиками в 5 петель. То есть я закрываю 5 петель, потом формирую пико. Снова закрываю 5 петель, формирую пико. И так далее. Вот смотрите, как я это делаю. Это у меня вот сформировано пико. А если у вас от начала ряда, вот вы закрываете 5 петель, провязываете лицевую и перебрасываете предыдущую. Лицевая, предыдущая, это я 2 петли закрыла, 3, 4 и 5. И вот теперь начинаю формировать на вот этой петле 5 пико. То есть мне нужно еще в высоту провязать 3 петельки. Я подхватываю вот так ниточку и провязываю 1 петлю, дальше вторую петлю и еще 1 петлю мне нужно провязать и 3 петлю. И теперь у основания вот этой цепочки я ввожу в основание, вот в самую первую вот петелечку, я ввожу спицу, вытягиваю петлю и предыдущую петельку на нее перебрасываю. Все, вот я следующее пико сформировала. А дальше снова закрываю 5 петель. 1 петля перебросила, 2 петля перебросила, 3 петля, 4 и 5. И снова формирую пико из 3 петель. 1 петля воздушная, 2 петля воздушная и 3 петля воздушная. И теперь ввожу спицу в основание, вытягиваю рабочую нить и перебрасываю петельку, что на спице. И так продолжаю по всему периметру нашего платья. Единственный нюанс, который следует учесть. Если вы закрываете с шагом в 5 петель, то у вас петли должны быть кратно 5. Если у вас не получается кратность 5, вы ищете ту цифру, на которую делится ваше число, ваши петли без остатка. Например, кратно 6, либо кратно 4. Вот. И тогда у вас вот с таким шагом будут формироваться зубчики. Что касается вот этого закрытия. Здесь то же самое, только пико у меня состоит не из 3 петель, а из 5 петель. И вот здесь между пико я закрываю 1 петлю. Вот сделала пико из 5 петель, закрыла 1 петлю. Снова пико из 5 петель, закрыла 1 петлю. И тогда зубчики будут чаще и больше по размеру. Выбираете вариант, который больше вам подходит. Ну а если вы захотите закрыть ажурным
ажурный низ сделать крючком, тогда вот нажмете на ссылочку, которая появится у вас на экране. Итак, платье наше готово, осталось украсить его декором. Можно оставить как есть, а можно, если вы хотите, вот как я, украсить его цветочками. Количество цветочков может быть на ваше усмотрение, цветовое решение тоже может быть на ваше усмотрение. Я решила вот таким образом разместить желтые цветочки на белом фоне. И мне так очень нравится. Декор я буду делать только по лицевой стороне, со стороны спинки, ну, то есть со стороны переда, со стороны спинки цветочки я вязать не буду. Итак, сейчас я вам покажу, как вяжутся такие цветы. Вот эти ниточки я пооставляла для того, чтобы потом при помощи них пришить, либо при помощи крючка затянуть эти цветочки. Но, в принципе, вот эти ниточки, которые свисают с цветков, они тоже, их можно обыграть, и они как бахрома могут свисать. Тогда при наборе петель немножко длиннее хвостики оставлять, чтобы вот эти все 4 ниточки были примерно одинакового размера, и вот так будут тоже симпатично смотреться. В общем, это все на ваш вкус и на ваше усмотрение. Я их буду убирать. У меня будут вот так просто отдельные цветочки вот таким образом свисать, точнее пришиты будут. Итак, как же связать такой цветочек? Он, посмотрите, вот такой красивый, объемный, и он имеет форму. Он не мягкий, а такой достаточно плотный, и имеет форму, держит ее, эту форму, и даже после стирки он не будет терять ее. Итак, данный цветок состоит из 5 рядов, и мы приступаем с вами к вязанию. Серединка у меня белого цвета, поэтому я беру в работу белую ниточку. При помощи вот такого узелка я закрепляю, делаю петельку, и теперь набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И необходимо замкнуть эти воздушные петли в круг. Я ввожу крючок в самую первую петельку и вот таким соединительным столбиком соединяю в кольцо эти 5 петель. И теперь делаю одну воздушную петлю подъема, и теперь вот в это колечко необходимо связать 10 столбиков без накида. Просто вводим крючок в середину этого колечка и провязываем столбик без накида. Снова вводим крючок в середину и провязываем столбик без накида. Это второй, дальше третий. Всего таких столбиков должно быть 10. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. И теперь нам нужно соединить в круг этот наш второй ряд. Первый ряд это была цепочка из воздушных петель. Вот этот второй ряд столбики без накида. Итак, я под первый столбик ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить и соединительным столбиком вот таким образом соединяю наш кружочек. И теперь мне уже белая нитка не нужна. Я ее обрезаю и присоединяю теперь желтую нить. Теперь мне нужно провязать 4 воздушные петли. Это третий ряд у нас. Мы будем вязать цепочки из воздушных петель. 1 петля, придерживаю хвостик. 2, 3 и 4. Все, подтянули хвостик. И теперь нужно соединительным столбиком соединить, пропустив 1 петельку. Вот у нас из этой петли шла цепочка. Вторую вот петлю мы пропускаем, а через одну
вводим крючок и соединительным столбиком соединяем вот эту цепочку. Это у нас лепесток образовался. Снова 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаем, в следующую вводим крючок и соединительным столбиком соединяем. Это второй лепесток. Вот он. Дальше снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Одну пропускаем и в следующую вводим и соединяем соединительным столбиком. Это третий лепесток. Дальше вяжем четвертый. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаем сюда, вводим. Четвертый. И последний пятый лепесток. 1, 2, 3, 4. 1 пропускаем и вот сюда вводим и соединяем. Так, и теперь замыкаем в круг. Мы вводим крючок вот под первый лепесток, подхватываем рабочую нить и соединительным столбиком вот таким образом соединили. Вот мы с вами связали третий ряд, который состоит из лепестков, из 5 лепестков из воздушных петель. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и переходим к вязанию 4-го ряда. Теперь мы в каждый вот этот лепесток должны провязать 5 столбиков без накида. Вот первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И теперь нам нужно за вот эту перемычку между двумя лепестками провязать рельефный столбик. Мы вводим крючок вот в первое отверстие, в первый лепесток, а выводим из второго лепестка. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбиком без накида. Вот так мы провязали с вами один рельефный столбик. Дальше снова во второй лепесток провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И снова вот у нас идет перемычка между двумя лепестками. Мы в первый вводим крючок, а со второго выводим. Подхватываем рабочую нить и провязываем рельефный столбик без накида. И так повторяем. Снова 5 столбиков без накида в следующий лепесток. 1, 2, 3, 4 и 5. И теперь вяжем рельефный столбик. Вот в первый лепесток ввели, во второй вывели. Подхватили рабочую нить, вывели ее. Сейчас, секунду. Подхватили, вывели, цепляет другую ниточку. Вот. И провязали столбиком без накида. И так еще нам 2 нужно. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И рельефный столбик провязали. И последний лепесток у нас остался. 1, 2, 3, 4, 5. И последний рельефный столбик вот здесь тоже делаем. Ввели, вывели ниточку и провязали. И теперь нам нужно этот круг соединить, поэтому мы в самую первую петелечку вот вводим крючок, выводим рабочую нить и соединительным столбиком вот таким образом соединяем этот ряд. Итак, 4-й ряд провязали, уже у нас вот такие образовались лепесточки, и осталось провязать последний 5-й ряд. Делаем одну воздушную петлю подъема, и теперь
каждый из лепестков будем провязывать по 7 столбиков, только теперь с одним накидом. Делаем накид и провязываем первый столбик, снова накид, второй столбик с накидом, накид, третий столбик, накид, четвертый, накид, пятый, накид, шестой, накид, так, сейчас ниточка расслоилась, накид и седьмой. Так, провязали 7 столбиков и прикрепляем этот лепесток точно так же рельефным столбиком. Вводим крючок в первый лепесток, выводим со второго, подхватываем рабочую нить и провязываем одним столбиком без накида. Вот мы первый лепесток с вами провязали. Дальше снова повторяем накид и теперь вводим крючок в лепесток, провязываем первый столбик с одним накидом, снова делаем накид и провязываем второй столбик с одним накидом, третий, четвертый, пятый, шестой, и седьмой, последний. Так, и теперь соединяем рельефным столбиком. Вот так подхватили и провязали. Вот у нас уже готово 2 лепестка. Все, дальше провязываем самостоятельно еще 3 лепесточка по 7 столбиков без накида и соединяем, по 7 столбикам с одним накидом и соединяем рельефным столбиком. Вот я последний лепесток уже провязала 7 столбиков с одним накидом и делаю последний вот таким образом рельефный столбик, точно так же, как и все предыдущие. И теперь соединяю в круг, ввожу в первую петельку, соединяю соединительным столбиком, слегка вытягиваю петлю. С обратной стороны ввожу крючок и вытягиваю эту петельку на изнаночную сторону. И теперь нам нужно обрезать нить, оставив ровно столько, сколько вам хватит, чтобы пришить, либо для бахромы. Это уже как вы сами захотите. И теперь обрезаю нить и вот таким узелком, подхватив рабочую ниточку, протягиваю сквозь петельку и хорошо вот так затягиваю. Все, наш цветок готов. Вот такой рельефный, красивый цветок. Вяжется очень легко и быстро, а вид имеет очень даже симпатичный. Все, вяжите то количество, которое вам необходимо, и потом пришиваете его к вашему изделию.